Я училась вот в Италии, в Неаполе, в университете, и на факультете международных отношений. А там были возможности. Можно было выбрать, кроме языков из Евросоюза, еще как дополнительные. Можно выбрать японский, арабский, я помню, китайский и русский. Надо, чтобы страна целиком нравится. И я знала, что если будет русский, я в России чувствую себя комфортно. И так и было. Не ошиблась. Я первый раз в Москве была в 2008 году для просто посещения курса для иностранцев на месяц. И это было ночью, я помню, это было ночью, 3 ночи в Шереметьево. Еще вот в 2008 вообще другая Москва, другой город, другая Москва. И вообще я по-русски ничего не говорила, то есть не могла вообще ничего не говорить, кроме, может быть, меня зовут Мария и все. Но я помню, как все старались на самом деле. То есть все поняли, что я иностранка, хотели разговаривать, то ли медленно, то ли как громче, как мы тоже делаем в Италии. Думаем, что если погромче, то понятно будет. И сразу в университет. То есть я помню, что из аэропорта сразу в университет. Не знаю, как я добралась, то есть как я заказала такси, как потом еще и была вот в университете. Но мне понравилось. Я не ошиблась. То есть я правильно думала, что это мой язык, что это моя страна. Я тут буду жить. Я помню, что когда всем говорила, сказала, те, кто были со мной, даже итальянцы, русские, которые здесь были, все думали, да ладно, ты только что приехала, время есть, чтобы потом передумать и обратно. Нет, я думаю, я буду тут работать. И прямо в Москве, тут работать, тут жить и все. Русские похожи на неаполитанцев. Я всегда говорю, что очень-очень похожи. Чуть-чуть погрустнее, но как неаполитанцы. Почему? Потому что я думаю, что есть особенно один черт и итальянцев, и русских, которые прямо очень-очень похожи. И неаполитанцев особенно, они не прям итальянцы, а неаполитанцы, всегда найдут какой-то выход от ситуации. То есть даже если ситуация плохая, даже если все очень плохо вокруг тебя, надо не только в плане найти позитиву, но это может быть более для неаполитанцев, для итальянцев, но в принципе то, что общее, найти решение. Ну, то есть сдавать это не вариант. Поэтому вот ситуация плохая, ждем, чтобы лучше, и лучше будет. Поэтому пока надо делать то, что мы можем, то есть изобретить какие-то выходы. Вот это, я думаю, что очень-очень похоже. Non avevo neanche riconosciuto. Спасибо. Нас выпускной. Да. Спасибо. Ciao. Grazie, che belli. Я преподаю в университете РАНХИКС, Академии при президенте, а там я преподаю дипломатическую историю международных отношений, конфликтология, историю Европы, культуры Европы. А еще преподаю итальянский язык. Преподаю в школе итальянское при консульстве, преподаю еще как индивидуальное занятие. Преподаю весь день, все дни, целый день. Да. Хотела благодарить всех, то есть все мои дорогие студенты. Я очень рада, что еще и другой семестр мы прошли вместе. И я надеюсь, что мы продолжаем. Поэтому вы молодцы. Я вас люблю всех. Спасибо. Ура, ура, ура. Салюте, салюте. Маэстро di cerimonie. Я очень хорошо общаюсь с моими студентами, и среди них я даже нашла прямо друзей, и я всегда говорю, что даже вот у моей дочки, когда она уже появится в мире, есть уже не знаю сколько семей. Buongiorno. Buongiorno.
просто. Они так заботятся, так всегда спрашивают, как очень-очень хорошие. Даже если есть какие-то ситуации, которые сложные, даже когда была пандемия, допустим, вроде всем было сложно, вроде всем неприятно все, что было, да, все дома, локдаун, непонятно куда, как. Все. Вот, я не знаю, сколько из моих студентов звонили каждый день, как ты, как там, может быть, тяжело, далеко от дома. То есть это очень хорошо. А это потому, что мы прямо не только занимаемся языком, это, конечно, но важно прямо, что комфортно им и комфортно мне, конечно. Если так, то язык тоже наладится быстрее. Ты был, да, в Италии? Вот в Неаполе ты видел, вот таких больших прям парков нет. Да. Так зеленые. Мне нравится в Москве, что есть много парков, что можно гулять, можно в любом месте города найти какой-то комфортный парк, где быть спокойно, где прямо на природе уже как зеленое. Поэтому мне нравится вот это в Москве обычно. Ну, в принципе, просто гулять по паркам. Но и центр Москвы, я думаю, что это очень-очень комфортно и стало, конечно, лучше и лучше. То есть это невозможно отрицать, прямо вот очень улучшилось прямо город. И поэтому даже гулять по центру мне кажется прямо идеально. Это Чайковский, это русский композитор. Я знаю, потому что папа постоянно слушает на это. Что мне нравится, это как люди первые любят Италию. Это очень приятно. То есть я нашла прямо здесь огромное количество людей, которые любят Италию, итальянскую культуру, итальянскую музыку до такого степени, что даже в Италии нет таких. То есть я прямо удивилась прямо в начале. И мне нравится вообще, что все очень организовано, все очень чисто, то есть это мне комфортно. Вот жить в Москве комфортно. Напряженность есть, потому что большой город, и поэтому иногда стресс, иногда вот хочется отдохнуть. А я тогда поняла, но только с временем, почему все русские любят дачу. Я вначале не могу понимать, почему это дача. Это прямо что-то, которое дача, все на даче, все на даче. Вот почему. Потому что надо отдохнуть. То есть, чтобы жить в Москве и пережить, надо потом каждый раз хотя бы в месяц куда-то сесть и отдохнуть. Расслабиться и опять вернуться. О, пряник! Это вкусно. Спасибо. Вкусненько. Спасибо большое. Это надо быть бискоттини. Вкусно с брусникой. С брусникой. Я влюбилась на Москву прямо с первого момента. То есть, как я думала, я буду здесь в Москве жить, я буду работать, я люблю этот город. Это так и было, так и есть. С ежевикой у тебя, у меня с брусникой. Даже разные. И маме тоже. Москва – это другая жизнь. Это моя взрослая жизнь, и поэтому сразу начинаю скучать. И тоже в плане услуги, да, которые все здесь в Москве можно все делать, когда хочется, то есть в любое время сутки. Все возможно, заказать что-то возможно, купить что-то возможно, куда-то сходить возможно. А вот в Италии это уже нет, и я уже привыкла. Я не могу говорить, кто-то говорит, это так лучше, так и хуже. Не знаю, лучше или хуже, но мне уже комфортно, я уже привыкла. Мама вообще очень сильно любит Москву. Это не первый раз, да, но здесь прямо очень. Trovami una casa. Мама говорит, найди мне дом. Ну, а как можно не любить Москву? Ну, это да, это да. Осталось буквально 10 дней, как Да. врач нам уже говорит, и скоро будет папы. И мама. О, здрасте. Здравствуйте. Садитесь.
Как у тебя дела? Все хорошо. Все хорошо? Все хорошо, все Ну, нормально. какая ты сегодня красивая. Ой, спасибо. Стараюсь. Настроение классно. Да. Я здесь, да, познакомилась с моей любовью. Мы познакомились в гипермаркете, очень современно, очень романтично. И это было тоже с первого взгляда, поэтому еще и другой подарок, который Москва мне подарила. И да, сейчас уже вместе несколько лет, уже ждем еще ребенка, поэтому когда я говорю, что Москва мне подарила прямо взрослую жизнь, я прямо во всех смыслах имею в виду. Мария, ложись, пожалуйста, послушаем сердечко ребеночка. Так, аккуратненько. О, отличница. Резко не надо, ладно, вот так. Ты уже знаешь, как будет называть? Да, Маргарита. Мы что-то говорили, Да. да, Маргарита, точно. В честь мамы, да? В честь мамы, да. Сейчас мы лучше найдем. Слышите, папа? Все, Встаем, давай, все у тебя хорошо? Да. Сердечко все бьется хорошо, умничка, молодец. Отлично. Да, ты просто у меня просто молодец. Ну, ты же понимаешь, роды это может быть в любой момент. Да. Да, так что, если что, сразу в родильный дом, да, в приемное отделение. Она, вот девочка, будет на 100% по менталитету итальянская, ну, это однозначно, малийская, тоже с Мали, как и отец, и русская, ну, однозначно тоже. Будет здесь. Мне кажется, что она уже по вкусу очень часто хочет творога и все такие вещи, которые я никогда не хотела, поэтому мне кажется, она уже готова быть русской. По ментальности это точно русская. Первый раз стану отцом. И мамы готовим баклажаны а-ля пармиджана. Это мое любимое блюдо. Очень вкусно получится. Очень вкусно. Я всем советую обязательно. Советовали, да, мои друзья взять уже мой паспорт, потому что я начала делать такие вещи, которые нельзя делать в Италии. Допустим, я уже пью американо спокойно на обед, без проблем. Могу вместе с макаронами, вместе с чего угодно. Могу даже то, что мне нравится здесь, в Москве, в России, люди кушают, когда голодные. То есть нет определенного времени, чтобы кушать. То есть не то, что это час и надо кушать. Вот мама, допустим, теперь, она здесь страдает из-за этого, что у нас нет никаких правил точно, что вот это час. Вот в Италии это час, надо сидеть, кушать, все. Хочет, голодный, не голодный. А здесь я просто кушаю, когда хочу, когда могу. Говорят, что я какая-то дикая уже, диким человеком стала, что нет никаких правил. Кофе это, конечно, был самый большой грех. То есть, когда я начала растворимым, я не знаю, как по-русски, кофе пить, все там, и особенно для неаполитанки, которые сказали, нет, Мария, это уже много, это уже прибор, это уже так нельзя, это самое серьезное. И пиццу замороженную тоже пару раз я кушала, даже с удовольствием говорят мои друзья, что уже больше не надо говорить, что я итальянка. Уже могу даже целый месяц без макаронов, то есть для итальянцев это уже невозможно. По поводу русской литературы, много писателей, конечно, поэтов нравится. Если роман, если писатель, то это Толстой. Я очень люблю Толстого. Читала я «Войну и мир», наверное, раз 5. То есть прямо очень-очень нравится, тем более, что тоже связано с политикой, с войной, с дипломатией, поэтому все ясно и понятно. Мне прямо очень-очень нравится. А если стихи, если поэты, то я обожаю Есенина. Это прямо русская душа. Мне прямо очень-очень нравится. Вот это наша русская афронеаполитанка.
Останусь я в России. Я пока не вижу момент, когда я уезжаю. То есть все думали, что, наверное, вот с беременности, может быть, все уже, да, возвращаемся домой. Может быть, и родители тоже на это надеялись. Но нет, я пока не вижу момента. И знаю, что иногда это сложно, знаю, что есть какие-то сложные ситуации, но это жизнь, это везде, это всегда и будет. Это еще для меня недостаточно, чтобы все бросать. Я еще раз говорю, это как любовь. Это как любовь, это как семья, это как родной город. А родной, чужой, может быть и человек, может быть и город. То, что родной и родным считается, так легко бросать не получается. Родители, они приезжали уже несколько раз, они тоже очень-очень любят. Очень-очень любят, им очень понравилось, как сильно успокоились тоже, когда они видели, как я живу, где я живу, что все нормально, что вот как раз медведей нет на улице, балалайка и так далее. Зато я всегда думаю, даже тут балалайка прекрасно, тоже приятно. Да. Когда тоже речь идет о России, мы говорим все равно о великой стране. Вот, и когда я говорю великая страна, я говорю страна, которая имеет историю, которая имеет много чего, которое есть, и это есть, и поэтому это сложнее общаться еще с другими. Но это не только со стороны России, это и со стороны Запада. То есть я думаю, что глобальный прямо конфликт в этом и стоит. То есть две великие реальности, которые иногда, как и все великие реальности, не могут понимать друг друга. Я надеюсь, что все будет скоро так, как и было раньше. Особенно в плане отношений. Если уже как отношения между Италией и Россией всегда были хорошие. И прямо знаю, что много итальянцев хотят, чтобы уже все типа, да, хорошо поругались, мы все это делаем, понятно, нормально, но чтобы все уже нормально скоро будет со всех сторон, я надеюсь. Когда в Италии, конечно, все хорошо, там родители, там вот мой город, там все друзья, которые есть, там остались. Но я начинала скучать сильно и быстро по Москве. То есть это все знают, я никогда не скрывала. Всем всегда говорила и говорю, что я могу теперь в Неаполе быть, но не больше 2 недель. Россия, я люблю тебя.